Трагедия, в которой погибло больше сотни людей. Их смерть не была мгновенной. Они понимали, что умрут, и никак не могли повлиять на свою судьбу. Это очень страшно, и это происходило не единожды. Ведь с глубины 200, 300, 500 метров нет выхода. Или есть? Сегодня я расскажу вам подробности самых страшных аварий на субмаринах, поразмышляю о причинах и последствиях. А в конце ролика вы узнаете, почему туристические подводные лодки не пользуются популярностью. Приятного просмотра! Что вы вообще знаете об этих гигантских машинах? Это механизмы, которые способны погружать под воду сотни людей вместе с техникой и боевым оружием на очень продолжительное время. И как это все работает? Ума не приложу. Let's go! Однако мне точно известно, что это очень сложная система, в которой все должно работать слаженно, как часы, иначе произойдет неизбежное. Любая малейшая поломка, нестыковка может стать причиной трагедии. Так было с USS Treasure, американской атомной подлодкой, 1963 год. Утро 9 апреля сразу не задалось. Было пасмурно, ветрено, Атлантику слегка штормило. Treasure должен был пройти несколько испытаний, в том числе глубоководных, с погружением более чем на 350 метров. Откуда взялась такая цифра? Все просто. Дело в том, что американские подлодки прошлого поколения не могли так глубоко погружаться, что давало советским субмаринам, уступавшим американским конкурентам в боевой мощи, несомненное преимущество. Treasure должен был изменить это. Вышли рано, в 7:30. На борту находилось 129 человек, в числе которых помимо экипажа были 17 инженеров, работников верфи и других гражданских специалистов. Испытание проходило поэтапно. Субмарина опускалась на 30-50 метров, после чего команда проверяла работу приборов, осматривала корпус на предмет течи, и если все было нормально, Treasure шел еще глубже, еще на 30-50 метров. И так до отметки 350. Come on, man! Внезапно на подходе к запредельной глубине катер Skylark, поддерживающий все это время связь с субмариной, получил тревожное сообщение от молодого капитана Treasure Джона Харвей. «Имею положение дифферент на корму, пытаюсь продуть цистерны». Затем последовал звук стравливаемого сжатого воздуха. Любая подлодка погружается за счет заполнения забортной водой специальных цистерн. Когда надо всплыть, жидкость под давлением выдувается из этих цистерн сжатым воздухом. Очевидно, именно это и делала команда Treasure, пыталась аварийно всплыть. Но по каким-то причинам ничего не вышло. Подлодка продолжила набирать воду и погружаться. На глубине более 700 метров произошло разрушение прочного корпуса, повлекшее гибель всех членов экипажа. Подлодка развалилась на 6 частей и погрузилась еще глубже. Теперь ее обломки покоятся на глубине 2500 метров. Как инженеры могли допустить такое? Предполагается, что непосредственной причиной аварии стала течь трубопровода. Из-за нее реакторный отсек в мгновение ока заполнился водой. И продуть его не получилось. Здесь сработал второй фактор – обледенение клапанов. Скопившаяся в них влага замерзла на большой глубине и не дала пропустить воздух. Оказалось, что такая проблема довольно часто встречалась в американских подлодках предыдущего поколения. Пример Treasure заставил специалистов всего мира полностью пересмотреть подходы к судостроению. Теперь, что бы ни случилось с подлодкой, она должна всплыть с целым реактором и живой командой. Впрочем, это не уберегло от других трагедий, некоторые их которых произошли спустя много десятков лет. Bro, what are you talking about, man? 12 августа 2000 год. Записка. Время 15:25. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет. 10-20%. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список личного состава отсеков, которые находятся в 9 и будут пытаться выйти. Всем привет! Отчаиваться не надо. Колесников.
Это одна из 4 записок, обнаруженных на затопленной подлодке «Курск». Что же с ней произошло и кто такой этот Колесников? Давайте разбираться. «Курск» — советская атомная подводная лодка с кодовым названием К-141. В тот злополучный день, 12 августа, на ней проводились испытания. Для этого подлодку загрузили штатным вооружением – мощными боевыми торпедами. Команда субмарины в период между 12 и 13 часами должна была произвести условное торпедирование надводного корабля противника. Однако взрыв произошел раньше, уже в 11:28, а затем, через 2 минуты, еще один, более мощный. Сначала люди на поверхности ничего не поняли, ждали новостей о проведении испытаний с подлодки. Однако уже спустя непродолжительное время всем стало понятно, что что-то пошло не так. Торпеда взорвалась прямо в субмарине. 3 находившихся там моряков погибли мгновенно. Через пробоину в отсек под огромным давлением хлынула вода, и крейсер, который двигался на глубине 18 метров, стремительно пошел ко дну. 154-метровая лодка врезалась в грунт и пропахала его носом, после чего замерла в почти горизонтальном положении. Второй, более мощный взрыв погубил всех, кто находился во 2-м, 3-м, 4-м и 5-м отсеках. И тогда командир 6-го реакторного отсека намертво задраил переборку между своим и соседним помещениями. И это спасло всех остальных, и они собрались в 9-м отсеке, подальше от источника взрывов. 23 человека заперлись там, на глубине 109 метров, и ждали помощи. Но помощь так и не пришла. Командование принял на себя капитан-лейтенант Колесников. Запасов кислорода, воды и пищи им должно было хватить на 8-10 суток. Но судмедэксперты, проводившие вскрытие тел, пришли к выводу, что узники 9-го отсека прожили не больше 4,5 часов. Что же произошло? По одной из версий, при перезарядке установки для регенерации воздуха кто-то из подводников уронил в воду несколько пластин В-64, и произошел еще один взрыв. 3 сразу погибли от него, остальные 20 задохнулись. Огонь выжег весь кислород в отсеке. Вот так нелепая случайность в одно мгновение унесла 23 молодые жизни, и спасательная операция, имевшая все шансы на успех, завершилась ничем. Если бы можно было повернуть вспять время и хоть что-то изменить в прошлом, хотя бы один раз, хотя бы чуть-чуть. Увы, ничего подобного нам не дано. Время безжалостно идет вперед, а прошлое не признает сослагательного наклонения. В прошлой истории есть много других интересных подробностей. Например, о том, как молодые люди пытались выбраться из отсека, чтобы подняться с глубины самостоятельно, в свободном плавании. С глубины 109 метров это в принципе было возможно сделать. Опасно для неподготовленных для таких нагрузок людей. Но возможно. Но и здесь моряки потерпели неудачу. Люк просто не открылся. Видимо, его покорежило от взрыва. Давайте расскажу подробнее о глубине. На какую глубину может нырнуть человек без последствий для здоровья? Вы удивитесь, но в 2007 году австрийский фридайвер Герберт Нич, уже имевший за плечами рекорды и титулы, решил взять глубину в 214 метров. Однако спортсмен стал слишком быстро подниматься на поверхность и получил целую серию микроинсультов. Из-за кровоизлияния в мозг фридайверу пришлось заново учиться ходить и восстанавливать память. Рекордом же без последствий для здоровья считают погружение итальянки Олесии Зеккинни. В апреле 2024 года на чемпионате на Филиппинах она нырнула на глубину 104 метра. И эта цифра все равно меньше, чем та, которую приписывают подлодке «Курск». Да и девушка занимается фридайвингом еще с подросткового возраста, она профессиональная спортсменка. А вот неподготовленный человек практически со 100% вероятностью при погружении на такую глубину получит декомпрессионную болезнь. Да что там, опасность может представлять даже отметка в 49 метров. Давайте приведу пример.
В июне 1939 года подводная лодка Королевского флота Великобритании HMS Тетис проходила последние испытания у берегов Ливерпуля. Погружение проводилось не только при помощи цистерны главного балласта, но и при помощи торпедных аппаратов. Все торпедные аппараты были заполнены. Кроме пятого, согласно приборам, туда вода не поступала. Однако офицер-торпедист открыл его, и оттуда хлынул поток. Тетис начала наклоняться вперед и неуправляемо затонула, сев на мель на глубине 49 метров. И хотя мы уже знаем, что с такой глубины можно было бы выйти, не страдая декомпрессионной болезнью, шансы выжить в холодных водах все же невелики. Так что спастись удалось лишь 4 членам команды. Да и то только при помощи спасательной камеры, шлюза, рассчитанного на одного чела, века. А все остальные, 98 подводников и судостроителей, задохнулись под водой, так и не дождавшись спасателей. А следующая трагедия произошла совсем недавно. В 2021 году пошла ко дну индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402. Вы скажете, ну как же так, такие ужасные трагедии, столько ошибок. Неужели инженеры ничему не учатся? Давайте посмотрим статистику. На самом деле, всего с 1955 по 2024 год затонуло лишь 9 атомных подводных лодок. 4 из-за технических неисправностей, 2 в результате пожаров, 2 из-за проблем с вооружением. Причина гибели одной лодки достоверно неизвестна. Но это, конечно, не полный список аварий на подлодках. Аварий же было гораздо больше, и жертв было гораздо больше, не говоря уже о пострадавших. Вернемся к KRI Nanggala 402, самому последнему на данный момент случаю. Команда подлодки должна была выполнить учебные торпедные стрельбы в 60 километрах от Бали, но связь с субмариной была потеряна. Что произошло, достоверно неизвестно, есть только несколько догадок. По одной из версий, лодка провалилась на глубину из-за внезапного поступления забортной воды через разрушенное забортное отверстие, а потом разлетелась на несколько частей, не выдержав давления. По другой, у субмарины просто заклинило руль, поэтому она и ушла так глубоко под воду, но эту версию многие исследователи считают совсем глупой, я, впрочем, тоже. Ну и по последней версии, катастрофа произошла в момент времени, близкий к планируемому периоду применения оружия, выпуска торпед, и случилось что-то вроде того, что было с подлодкой «Курск». Пока что официальные причины трагедии не установлены. Наверняка известно лишь то, что она унесла жизни 53 матросов. Пропажа аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» стала одним из самых загадочных инцидентов в новейшей истории. Лодка бесследно исчезла у побережья Аргентины 15 ноября 2017 года, когда возвращалась в порт приписки Мар-дель-Плата. В последний раз капитан Сан-Хуан выходил на связь, сообщая о проблемах с электрической системой субмарины и возникшем на борту пожаре. ВМС Аргентины на протяжении нескольких недель пытались найти 44 члена экипажа, но все попытки оказались безуспешными. И только в ноябре 2018 года обломки подводной лодки были обнаружены частной компанией на дне Атлантического океана. Этот инцидент породил множество слухов о коррупции, связанной с модернизацией Сан-Хуан, которая была построена еще в 1980-х годах. Сообщалось, что контракты на модернизацию, включая сделку с немецким производителем аккумуляторов Hawker, заключались без проведения тендеров. Подозревают, что поставленные батареи не соответствовали необходимым стандартам качества. Согласно официальной версии, вода, попавшая через заборник воздуха, привела к короткому замыканию аккумуляторных батарей, что в свою очередь вызвало взрыв и последовавший за ним пожар, ставший причиной трагедии. Кстати, все, что я рассказывал вам до этого, связано скорее с военными подводными лодками. А существуют ли туристические субмарины?
В интернете пишут, что в основном все лодки строятся исключительно боевыми, мол, это очень дорого и опасно, поэтому даже нет смысла строить подлодки для развлечений. Хотя если вы попробуете погуглить «туры на подводных лодках», вы точно что-нибудь донайдете. Особенно популярны такие туры в Турции, Таиланде, на разных тропических островах. Как правило, это совсем небольшие лодки, вместимостью до 6-12 человек, способные погружаться всего на 10-15 метров под воду. Билеты на такое развлечение можно приобрести за $50-200. Но есть и более премиальные туры, например, такие как тур от компании Ocean Gate Expeditions на батискафе «Титан». 18 июня 2023 года несколько туристов отправились с экспедицией к затонувшему кораблю «Титаник» и внезапно пропали с радаров. Позже обломки судна были найдены на расстоянии 200-500 метров от носовой части «Титаника». И весь экипаж был признан погибшим. Этой трагедии можно было бы избежать. Как? Не погружаться совсем, ведь некоторые участники таких экскурсий и бывший сотрудник компании предупреждали о исках, связанных с безопасностью батискафа. Например, в феврале 2023 года супруги Марк и Шерон Хейгл, которые ранее бывали на борту судна, подали иск против Стоктона Раша, основателя компании Jaycen Gate. Они утверждали, что заплатили $210 тысяч за экскурсию к «Титанику», хотя батискаф не был должным образом подготовлен для такого путешествия. Также бывший сотрудник компании высказывал опасения по поводу использования углеводородного волокна, которое, по его мнению, могло быть неподходящим для таких погружений. Сам же Стоктон Раш признавался, что всегда опасался оказаться заблокированным под водой на батискафе, хотя в публичных заявлениях никогда не высказывал сомнений относительно безопасности своего судна. А обеспеченные люди до сих пор покупают туры у компании Ocean Gate, несмотря ни на что. Стоит ли развлечение, пусть даже настолько эксклюзивное, такого риска? Подводные лодки, несомненно, очень опасны. И несмотря на развитие современных технологий, все еще сохраняется риск остаться на глубине навсегда. Пусть эти ужасные катастрофы послужат примером и напоминанием о важности своевременной проверки исправности оборудования. Ну а если вы вдруг работали моряком, посмотрели мой ролик и решили сменить профессию, то я знаю, что вам предложить. В нашу команду требуются монтажеры, сценаристы, дикторы и креативные продюсеры. Если хотите попробовать что-то новое, оставляйте заявку по ссылке в описании. Спасибо за просмотр!